Доброго времени суток, уважаемые зрители моего канала. В сегодняшнем видео я расскажу про ближайшее солнечное затмение, которое произойдет уже 2 октября. Это астрологическое явление произойдет в знаке Весов. Оно представляет собой угрозу в том, что будет чрезвычайно непредсказуемым. Весы нарушают гармонию, несмотря на свою священную значимость. Это будет день, когда люди могут обманывать и манипулировать ради достижения своих целей, даже если они не являются существенными. Самое плохое в этом – это ответить им тем же. Не следует ни в коем случае мстить, и не стоит пытаться отражать поведение как друзей, так и врагов. Это определенно не лучшая тактика. Лучше сохраните свои силы на что-то приятное и важное. Доброта, несмотря ни на что, является наилучшей стратегией на 2 октября. 2 октября 2024 года в 21:46 по московскому времени солнечное затмение в последний раз в этом году пройдет в знаке Весов. В течение следующих 18 лет такого не повторится. Это кольцеобразное солнечное затмение, когда Солнце почернеет, а вокруг него появится яркая аура. Это затмение является одним из самых значимых и определяющих в году, подводящим итоги многим процессам и завершающим долгие ожидания. Кольцеобразные затмения оказывают гораздо более глубокое воздействие, чем обычные полные затмения. Тема затмения касается взаимоотношений с партнерами, однако повелитель этого знака Венера находится в знаке своего изгнания Скорпионе, что может привести к актуальности проблем в общении с партнерами, особенно тем, что связано с финансами и решением кризисных ситуаций. Первый аспект, который стоит отметить, это длительность явлений. Эпизод с огненным кольцом начнется и продлится 7 минут 25 секунд, особенно ярко проявляясь над Тихим океаном. Это на 2 минуты больше, чем прошлогоднее кольцеобразное затмение, случившееся 14 октября. Во-вторых, идеальным местом для наблюдения за этой астрономической картиной станет священный остров Пасхи. И, наконец, следующее кольцеобразное затмение ожидается в 2026 году и будет доступно для наблюдения лишь с территории Антарктиды, так что не пропустите свой шанс в этом году. Этот период коридора затмения обязан был заставить каждого взглянуть на свою жизнь в новом свете, даже если это сопровождалось не самыми приятными эмоциями. Скептицизм и сомнения в собственных способностях могли привести к размышлениям о том, стоит ли тратить почти все свое время на определенную деятельность. А апатия, возможно, подскажет, что пора отдохнуть, если вы долгое время откладывали решение проблем с собственным здоровьем на потом. Новолуние, сопровождаемое солнечным затмением, будет своеобразным заключительным аккордом перед новой перезагрузкой. Овны, раки, стрельцы и весы почувствуют наибольшее воздействие на себе. Уже сейчас вы можете ощущать дрожь от страха или предвкушения, поэтому лучше воздержаться от посещения шумных вечеринок и оставаться дома в эти дни. Слушайте свою интуицию, не перестаньте сомневаться в своих планах. В противном случае вы рискуете заблудиться на долгие годы вперед. Тельцы, близнецы, девы и рыбы могут радоваться жизни, так что стоит воспользоваться этим моментом и преодолеть прежние трудности. На протяжении этого периода смены затмений у этих знаков звезд могут возникнуть эмоциональные повороты, поэтому для них критично принять перерыв и насладиться теплом общества близких. Львы, скорпионы, козероги и водолеи, как правило, продолжали двигаться к своим амбициям, не обращая внимания на проблемы и окружение, и могут столкнуться с незначительными колебаниями. Рекомендую вам не следовать чужим советам и не брать чужие желания на вооружение. Вероятность того, что вашу энергию используют в своих интересах, а вы не получаете должного вознаграждения, высока. Время улучшить финансовое положение и взять заветный отпуск. А на сегодня это все и помните. Энергия новолуния и начальные фазы растущей Луны подарят силу для первых или важных шагов, поэтому не стоит бездействовать. Даже маленькие, но регулярные действия обязательно приблизят вас к вашим мечтам. Запомните это и сосредоточьтесь на себе, а не на окружающих. До новых встреч!